Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу с вами поделиться процессом обтяжки пенопластового яйца диаметром 10 см. Обтягивать бархатом пенопластовое яйцо точно так же легко, как и пенопластовый шар. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Сразу хочу вам указать на маленький нюанс. Линия для надреза располагается на пенопластовых шарах и пенопластовых яйцах четко посередине. И если шар можно просто перевернуть и сделать это боковым швом, то с яйцом так не получится. Поэтому на заготовках яиц я прорисовываю эту линию сама. Для этого понадобится сантиметровая лента и простой карандаш. На выступ, который находится внизу яйца, я накладываю сантиметровую ленту и отмечаю простым карандашом середину. Затем равномерно от этой середины прокладываю сантиметровую ленту вдоль яйца. И, соответственно, простым карандашом, легкой прорисовкой я оставляю линию. Главное в этом процессе никуда не спешить и делать все аккуратно. Также нужно смотреть, чтобы линия не уходила в сторону. Если впоследствии вдруг вы не заметили, что линия ушла в сторону, затем вы яйцо это обтянете бархатом, то при закрытии шва эта неровность будет очень сильно видна. Теперь нужно заготовку подготовить к началу работы. Для прорезания шва я, как всегда, буду использовать канцелярский нож. Напоминаю, что шов нужно делать не слишком глубоким, так как при обтяжке бархатом шов еще больше увеличится. Заготовка готова и можно начинать обтягивать ее бархатом, но сначала я вам хочу показать шаблон, который я использовала для вырезки бархата. Шаблон я делала из простого картона. Если вдруг кому-то из вас нужен будет такой шаблон, я могу его прислать вам в электронном виде на электронную почту. Шаблон в высоту 13,5 см, а в ширину 10,5 см. Очень хороший шаблон получился, идеально сочетается с параметрами пенопластового яйца диаметром 10 см. По нему я уже, конечно, вырезала две заготовки из бархата. И в этот раз я решила яйцо обтянуть вот таким нежно-розовым бархатом. При использовании такого бархата нужно правильно вырезать заготовки, то есть ориентироваться по направлению ворсинок бархата. Когда заготовки лежат на ровной поверхности, бархат отдает ярко-розовым цветом. Как только я их поднимаю, ярко-розовый цвет превращается в бархатный розовый. Накладываю бархат поверх заготовки и затем сверяю, чтобы низ и верх бархата совпадал с самой заготовкой. Фиксирую ткань рукой и начинаю обтягивать яйцо с нижней части. После того, как бархат я зафиксировала на нижней части заготовки, перехожу к верху заготовки. Фиксирую бархат именно так, для того, чтобы ткань легла ровно и бархат никуда не съехал. Когда делаете обтяжку бархатом любой пенопластовой заготовки, не спешите, так как все-таки пенопласт это хрупкий материал. Кстати, у меня на канале есть видеообзор, где я рассказываю и показываю разницу между хорошей пенопластовой заготовкой и не очень. Посмотреть можно по ссылке вверху. Только после того, как верх и низ зафиксирован, можно приступать к обтяжке боковых сторон. Пенопластовое яйцо любого диаметра в принципе легко обтянуть бархатом. Это зависит от шаблона и от его правильных размеров, так как вы вырежете нужное количество бархата и лишняя ткань не будет мешать при обтяжке. Также хочу добавить, что не стоит обращать внимание на складки, которые появляются в начале, так как после полной обтяжки они либо разгладятся, либо их останется незначительное количество. Если же некоторое количество складок осталось, это все легко можно исправить. Нужно подвигать бархат с двух сторон от складки и затем просто вправить свободный бархат в шов заготовки.
И как наглядный пример на видео я просто расправляю эту складку в стороны. Одна половина заготовки уже почти обрамлена бархатом и осталось обрамить вторую сторону. И еще хотела уточнить один момент. Когда бархатом закрывается вторая сторона, на первой стороне появляются складки. И я советую эти складки расправлять, когда заготовка будет полностью обрамлена бархатом. Для тех, кто первый раз на моем канале смотрит видео, возможно, вас заинтересует видеообзор на тему «Как обтянуть шар бархатом». Посмотреть можно по ссылке вверху. Точно таким же методом я буду обтягивать вторую сторону заготовки. Основное, что нужно учесть, это сверить заготовку бархата с самой заготовкой, проверить, совпадает ли низ и верх. И обязательно фиксировать рукой бархат. Все это нужно для того, чтобы бархат лег ровно. В дальнейшем от этого будет зависеть качество вашего изделия. И еще хотела вам сказать спасибо за поддержку при проведении прямой трансляции, которая состоялась вчера. Для меня это очень ценно, и я еще больше испытываю потребность делиться знаниями и своим опытом с вами. Также хотела вас еще обрадовать, что пришла посылка с балеринами, и я вот сейчас решаю либо снять подробный видеообзор на эту тему, либо же снова выйти к вам на прямую трансляцию. Ну что же, пенопластовая заготовка яйцо диаметром 10 см почти обрамлена. Как видите, нет ничего сложного, главное правильно нарисовать шаблон, а затем аккуратно распределить бархат по поверхности заготовки. При этом распределить его идеально ровно, без складок и неровностей. Цвет бархата, дополнительный декор, тесьму – все это вы уже выбираете на свой вкус. Надеюсь, что наглядно и понятно вам объяснила, как обтянуть пенопластовое яйцо диаметром 10 сантиметров. Еще хотела напомнить один момент. После того, как вы закроете обе стороны заготовки бархатом, обязательно посмотрите еще раз со всех сторон шов, чтобы нигде не осталось складок. А завершите этот процесс обтяжки сразу, чтобы к нему больше не возвращаться, потому что потом предстоит закрытие шва и декорирование. Скажу так, что всю работу нужно делать поэтапно. Допустим, когда у меня много заказов, сначала все заготовки я обтягиваю бархатом, а только потом приступаю к закрытию швов и декорированию. Пасхальное яйцо почти готово, осталось к нему только подобрать декор. Это я буду делать в другом видео. Сегодня я хотела вам показать именно процесс обтягивания бархатом. И если вам нужен такой шаблон, напишите мне на почту, я с удовольствием вышлю вам его в электронном виде. И еще вам хочу показать, как этот цвет бархата красиво сочетается с золотым и серебряным обрамлением. Мне очень нравится, так как смотрится одновременно нежно и ярко. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим впечатлением, как вам такой цвет пасхального яйца. Также для декора пасхальных яиц можно использовать не только стразы в различных вариациях, но и подвески, либо перышки в различной цветовой гамме. И на сегодня это все. Я очень надеюсь, что видеообзор вам понравился и был полезен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!